Бык начал топтать гроб, и когда крышка сломалась, все вокруг были потрясены, услышав чей-то плач. 60-летний владелец фермы по имени Ахмед жил на своей большой ферме в окружении любящей семьи. С детства Ахмед рос в окружении животных. Его отец и мать были заядлыми любителями животных. Они разводили крупный рогатый скот, быков и имели в своем доме множество домашних питомцев. Ахмед вырос, зная, как заслужить доверие животных. По какой-то причине животные, казалось, тяготели к Ахмеду. Из всех животных, за которыми Ахмед наблюдал, быки, несомненно, были его любимыми. Мальчик просыпался раньше всех в доме и мчался в загон, где прилежно расчесывал им шерсть, кормил и ухаживал за ними. Быки очень любили Ахмеда и возбужденно мычали, когда он приходил к ним. Неудивительно, что он унаследовал ферму и традиции, когда родители Ахмеда состарились и ушли из жизни. Когда Ахмеду было 48 лет, его пути пересеклись с особенным бычком. Он продавал корм для животных, когда услышал, как его клиент рассказывает о том, как собирается усыпить новорожденного теленка. Сразу же после этих слов Ахмед попросил рассказать подробнее об этой ситуации. Покупатель сказал, что корова, которая родила теленка, была очень больна и, вероятно, передала что-то из этого своему потомству. По словам покупателя, новорожденный теленок был такой болезненный, а роды были настолько травматичными, что его мать умерла в течение часа. С теленком ничего нельзя было сделать. Он был тощим, почти ничего не видел и, скорее всего, умрет через несколько дней. Далее покупатель сказал, что необходимость обслуживать теленка прожигает дыру в его кармане, и выгоднее его усыпить. Сердце Ахмеда сразу же сжалось от жалости к бедняжке, и он попросил показать его. Когда он посетил ферму, его сердце растаяло, когда он увидел теленка. Он был таким же тощим, как и говорили, и с печальным выражением в глазах. Ахмед был так расстроен из-за того, что владельцы явно не заботились об этом животном. Они даже не дали ему шанса пожить. К их большому удивлению, Ахмед попросил, чтобы они продали ему этого теленка. Другой владелец фермы посмотрел на Ахмеда так, словно у него внезапно выросла вторая голова. Они спросили, зачем он это сделал. «Разве вы не видите, как жалко и слабо он выглядит? С этим ничего не поделаешь, и он, скорее всего, не протянет и месяца», — предупредил владелец. Ахмед был непреклонен. Ему было все равно, что думают другие. В конце концов, владелец согласился. Он все равно особо не сопротивлялся, но предупредил, что Ахмеду лучше не возвращаться и не требовать назад свои деньги, когда молодой бычок в конце концов умрет. Ахмед согласился, и они быстро вывели молодого бычка с фермы, который лежал с грустным выражением на морде. Они погрузили бычка в грузовик, и вскоре они уже ехали на ферму Ахмеда, расположенную на окраине города. Первым делом Ахмед вызвал ветеринара, чтобы тот осмотрел теленка. Хотя он знал, как ухаживать за такими животными, было ясно, что бедняжке понадобится медицинская помощь. Ветеринар попросил Ахмеда отвезти теленка в его ветеринарный центр, расположенный в нескольких милях от его фермы за городом. Ахмед был полон решимости помочь теленку выжить. Не имело значения, что ветеринар находился далеко. Он поехал на своем грузовичке к ветеринару, где они могли бы найти ответы на его вопросы. Осмотрев молодого бычка и проведя несколько тестов, ветеринар глубоко вздохнул. Теленок, скорее всего, не доживет до взрослой жизни. На самом деле было бы каким-то чудом, если бы он прожил хотя бы несколько месяцев при должном внимании и терпении. Ахмед сказал, что готов уделять бычку столько внимания, сколько сможет, независимо от того, насколько короткой, по их прогнозам, будет его жизнь. Страстный владелец фермы приложил все усилия, чтобы теленку было комфортно, и он был счастлив. Ахмед назвал быка Топаз. Хотя ветеринар сказал, что только чудом Топаз проживет год или два,
Прошел первый год. Затем второй, третий, четвертый и пятый. Всего через 5 лет Топаз потряс всех, кто знал его историю. Этот слабый, болезненный теленок вырос в потрясающего, величественного быка. Он был сильным, быстрым, энергичным и очень игривым. Он был так привязан к Ахмеду, что помощники хозяина фермы и его семья шутили, что бык, вероятно, считал Ахмеда своим настоящим отцом. Бык повсюду следовал за Ахмедом, глядя на него с любовью в глазах. Ахмед любил шутить, что он так усердно ухаживал за Топазом, что у быка не было другого выбора, кроме как оставаться живым и здоровым. К сожалению, через несколько лет Ахмед серьезно заболел. Он так сильно заболел, что не мог ухаживать за животными на ферме. Его жена и дети взялись за работу, а он присматривал за ними и делал то немногое, что мог. Конечно, Топаз не был похож на остальных животных на ферме. У него были умные глаза и прекрасная душа, которую мог увидеть каждый. По вечерам, когда Ахмед сидел на крыльце своего дома, Топаз тихонько подходил к дому. Там он ложился рядом с Ахмедом и проводил с ним время. Они стали делать это по утрам и вечерам. К сожалению, у Ахмеда случился сердечный приступ, когда он был в своем саду. Хотя его семья действовала достаточно быстро, они ничего не смогли сделать, чтобы спасти Ахмеда в их маленьком городке. В соответствии с их традициями они начали погребальный обряд и тщательно обмыли тело Ахмеда. Они завернули его в погребальную ткань и положили в деревянный гроб, чтобы отвезти к месту захоронения. Все были потрясены, когда, направляясь к кладбищу, услышали издалека мычание. Работники фермы пытались запереть Топаза в загоне, но огромный бык был настолько силен, что вышиб ворота. Бык был быстр и неумолим, когда гнался за толпой. Ахмед был хорошим человеком, поэтому на месте захоронения присутствовало много плачущих людей. При виде большого могучего быка, несущегося к ним, все бросились в рассыпную и отошли от того места, где у могилы стоял гроб. Когда Топаз добрался до гроба, он начал агрессивно наступать на него. Хотя люди знали, что бык не пытался быть зловещим и его опечалила кончина Ахмеда, они также знали, что остановить его было трудно. Как раз в тот момент, когда они смогли обвязать Топаза веревкой, бык сбросил крышку гроба. Бык перестал наступать на нее и вместо этого начал обнюхивать тело умершего хозяина. Все были ошеломлены происходящим, и через несколько секунд воцарилась тишина. Из гроба послышался плач. Ахмед вскрикнул и вскочил с того места, где он лежал. Все мгновенно закричали от страха и бросились в рассыпную. Семья Ахмеда и несколько его друзей, которые остались поблизости, в шоке смотрели, как Ахмед воскликнул, что его чуть не похоронили заживо. Несмотря на то, что они были напуганы, члены семьи и друзья Ахмеда были тронуты до слез. Они подумали, что это чудо, и что Топаз каким-то образом узнал, что его хозяин на самом деле жив. Врач-эксперт, который услышал об этом случае, сказал, что, хотя история Ахмеда была невероятной, это, скорее всего, не было чудом. Вероятно, он испытывал нечто, называемое каталепсией, медицинское состояние, имитирующее смерть с потерей чувствительности, жизненных функций сознания и скованностью тела. Подобные случаи, хотя и редкие, случались и раньше. Благодаря невероятной связи, которая связывала Топаза и Ахмеда, бык обнаружил, что его хозяин все еще жив и не дал ему быть похороненным заживо. Кто бы мог подумать, что слабый, болезненный теленок, которого он купил много лет назад, станет тем, кто спасет его от печального конца. Дорогие зрители, какие чувства вызвала у вас эта история о невероятных взаимоотношениях между быком и его владельцем? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.